Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какой необычный узор я сегодня вам предлагаю. Ромбы с таким большим ажуром, ромбы с дырками. Кто любит дырявые узоры, посмотрите, какой он необычный, не избитый. Я не встречала таких узоров. Этот узор я увидела в журнале Сабрина. Вот такая модель в этом журнале. Очень мне приглянулась. Не совсем были понятны условные обозначения в схеме, но я справилась. И кому интересно, давайте свяжем этот узор вместе. Дело в том, что в журнале дан раппорт полностью для центральной части. Составляет 40 петель. Весь узор в ширину, и я просто по краям сделала лицевые дорожки из лицевых петель, ну а сам узор вот на фоне ромбы с дырками, на фоне изнаночных петель. Так что 40 петель это в ширину и 12 рядов в высоту. Набираем на спицы 42 петли. Первый ряд я рекомендую провязать изнаночными петлями. Это нулевой или установочный ряд, он не входит в раппорт узора, но вязать после него будет гораздо легче. Если вы будете этот узор вязать после резинки, либо какой-то каймы, то этот изнаночный ряд вязать не надо или не обязательно. Провязали один ряд изнаночными петлями, и теперь начинаем вязание узора. Первый лицевой ряд, 4 изнаночных, далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Можно взять дополнительную спицу и оставить 2 петли на дополнительной спице за работой. Я вот так вот просто пары петель меняю местами. 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, и петли, оставленные за работой, мы вяжем изнаночными. Теперь 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петли оставляем перед работой на дополнительную спицу, можно их оставить, можно поменять пары петель местами. Провязываем 2 изнаночных, и петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Далее у нас будет 4 изнаночных, и снова повторяем. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы вяжем изнаночными. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее провязываем 4 изнаночных, и повторяем снова. 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли за работой, 2 лицевые провязываем, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными, и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки у нас перед работой, провязываем 2 изнаночных, и петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И до конца ряда мы вяжем 4 изнаночных.
Во втором изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Если петля лицевая, мы вяжем ее лицевой. Если петля изнаночная, мы вяжем ее изнаночной. Не все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку, но я буду пропускать. Если еще будет ряд по рисунку провязываться, я буду пропускать эти ряды. Я с вами их провязывать не буду долго. Третий лицевой ряд. 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 2 вместе провязываем изнаночной. Здесь важно хорошо затягивать петли. Не туго вязать, а просто при вязании вот хорошо затягивать петли. Особенно, когда мы делаем много накидов. Вот 2 накида. Довольно туго их надо, вот 2 накида набрать, довольно туго. Так, это мы провязали 2 вместе изнаночной, сделали двойной накид и снова провязываем 2 вместе изнаночной. И вот здесь вот в этих местах нужно хорошо затягивать петли, чтобы узор не был рыхлым. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой на дополнительной спице или меняем местами пары петель, вяжем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, мы провязываем лицевыми. Навстречу им перекрещиваем 4 петли в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Затем 2 вместе провязываем изнаночной, делаем двойной накид, 2 вместе изнаночной. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем перед работой на дополнительной спице, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. И снова повторяем тот же самый элемент. 4 петли перекрещиваем сначала в правую сторону, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными, 2 вместе провязываем изнаночной, делаем двойной накид, снова 2 вместе провязываем изнаночной и 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, вяжем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В конце ряда у нас 2 изнаночных. Провязали 3 ряда. В 4-м изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, но посмотрите, что мы делаем с двойными накидами. Вот, дошли до двойного накида, мы сбрасываем эти накиды. И снова делаем двойной накид. И так вяжем до конца ряда. Накиды сбрасываем, 2 накида сбрасываем и снова 2 накида делаем. Давайте самостоятельно провяжем этот 4-й изнаночный ряд. Сбросили и снова 2 накида. Пятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. Теперь сбрасываем эти 2 накида, а делаем 4 накида. 1, 2,
третий и четвертый. 4. Делайте их туго. Вот 4 накида. Далее 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, мы тоже вяжем лицевыми. И повторяем: 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, сбрасываем 2 накида, делаем 4, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем вправо. И провязываем их лицевыми. И снова повторяем: 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной, сбрасываем 2 накида, делаем 4. Далее будет 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 2 лицевых и 2 изнаночных в конце ряда. В 6 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. И посмотрите, что мы делаем с накидами. Вот у нас 4 накида. Мы их сбрасываем, а снова 4 накида набираем. И так будем вязать. 4 накида сбрасываем, 4 накида набираем. Вот, все, сбросили, 1, 2, 3, 4. Все, остальные петли вяжем по рисунку. Седьмой лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные с дополнительной спицы, мы провязываем лицевыми. И вот 4 накида вяжем следующим образом. Первый накид провязываем лицевой петлей, снимаем его со спицы. Второй накид провязываем лицевой скрещенный, вот так вот за заднюю стенку. Снимаем его со спицы. Третий накид вяжем лицевой петлей за переднюю стенку, снимаем со спицы. И 4 накид вяжем лицевой скрещенный за заднюю стенку. Вот так. Далее 4 петли перекрещиваем влево, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы вяжем изнаночными. И так, это мы вправо перекрестили 4 петли, а теперь 4 петли перекрещиваем влево, 2 петли перед работой оставляем, вяжем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И снова 4 накида провязываем 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная. И повторяем. Сначала 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, вяжем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, вяжем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Снова провязываем 4 накида, лицевая, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная.
И 4 петельки перекрещиваем в правую сторону. 2 оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. И 2 изнаночных у нас в конце ряда. Конечно, если вам так трудно перекрещивать петли, возьмите дополнительные спицы. Посмотрите, как уже интересно получается. В 8 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Где мы петли восстанавливали после накидов, мы вяжем 4 изнаночных. Все, давайте самостоятельно провяжем 8 изнаночный ряд. Провязали 8 рядов. Вот такие у нас получились ромбы с дырками. И теперь мы будем эти ромбы вязать в шахматном порядке, начиная с 9 ряда. 9 лицевой ряд, 4 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительные спицы перед работой, вяжем 2 изнаночные, петли из дополнительной спицы вяжем лицевыми. Навстречу им перекрещиваем 4 петли в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 2 вместе вяжем изнаночный, делаем двойной накид, 2 вместе вяжем изнаночный. И повторяем. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Я забыла сказать, что 2 петли оставляем перед работой, но вы уже это прекрасно знаете, сколько уже раз мы их провязали. Четыре петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 2 вместе вяжем изнаночный, делаем 2 накида и 2 вместе вяжем изнаночный. И повторяем. 4 петли перекрещиваем влево, 2 петельки у нас остаются перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. И до конца ряда у нас будет 4 изнаночных. В 10 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, двойные накиды сбрасываем и вместо них снова делаем 2 накида. Я сейчас один раз вам покажу, снова напомню. Вот, дошли до накидов, сбрасываем их и делаем 2 накида. И все, дальше петли по рисунку. И со следующими накидами то же самое повторяем. Прикольно получается, да? 10 рядов провязали. 11 лицевой ряд, 6 изнаночных,
Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной, сбрасываем 2 накида, делаем 4, 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, сбрасываем 2 накида, делаем 4, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петельки оставляем перед работой, вяжем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. В конце ряда 6 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными, но когда доходим до накидов, сбрасываем эти 4 накида и набираем 4 накида и так далее. Петли по рисунку, 4 накида сбрасываем, 4 накида набираем. Тринадцатый лицевой ряд. 4 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И накиды провязываем так: 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная. Далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. 4 петли перекрещиваем влево, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 изнаночных и петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И провязываем накиды: 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная. И снова повторяем: 4 петли перекрещиваем сначала в правую сторону, 2 петли за работой, 2 лицевые, петли за работой вяжем изнаночными, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли перед работой оставляем, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В конце ряда у нас будет 4 изнаночных. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Мы провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Посмотрите, какой интересный получается узор. И я хочу обратить ваше внимание: при повторении раппорта узор повторяется
с 3 по 14 ряд, не с 1, с 3 ряда. И когда мы повторим несколько рапортов, мы получим вот такой замечательный узор. Посмотрите, какая красота. Здесь я чуть-чуть сделала ВТО, ну а здесь, конечно, вот только что мы провязали. Но все равно видно, что узор интересный, необычный, оригинальный, не избитый. Ну правда, мы такого еще не вязали. Ставьте лайки, если вам понравился узор, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей, делитесь нашими видео. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!